Всем привет, с вами Марти. И это Страйкбольная академия. Приветствую любителей страйкбола, а также тех, кто только планирует им заняться. Это первая серия цикла «Страйкбольная академия». Если вы еще не знаете, что такое страйкбол, посмотрите «Страйкбол для чайников» на моем канале. Ну а в этом видео я расскажу, какое оружие, одежду и снаряжение подобрать начинающему страйкболисту. Но сначала немного теории. Страйкболистов можно условно разделить на три категории. Это дрищи, покемоны или конструкторы с моделистами. Дрищами обычно называют страйкболистов, внешний вид которых просто не подходит под само определение страйкбола как военной игры. Например, они играют в гражданской одежде. Также дрищами порой называют тех, кто утверждает, что копирует, допустим, какой-нибудь спецназ, но при этом по внешнему виду и стилю игры не соответствует данному подразделению. Покемоны. Так называют страйкболистов, которые имеют более или менее антуражный внешний вид, но при этом не копируют какое-то конкретное подразделение. Назвать страйкболиста покемоном не является оскорблением, потому что большинство страйкболистов, так же как и я, являются покемонами. Просто они выбирают наиболее удобное и практичное снаряжение, им не интересна реконструкция. Ну или просто у них нет на нее денег. Моделисты и реконструкторы. Эта категория страйкболистов старается точно копировать конкретный род войск, подразделения или даже конкретных бойцов. Причем в страйкболе до сих пор спорят, является ли моделирование и реконструкция равнозначными понятиями. Лично я считаю, что моделирование – это немного упрощенный вариант реконструкции. В моделировании не обязательно, чтобы все снаряжение было оригинальным, достаточно хороших реплик. Особенно это актуально для поклонников сил НАТО, потому что сейчас оригинальное импортное снаряжение стоит очень дорого. Но реконструкторы стараются использовать только оригинальное снаряжение, причем у них считается модным образ так называемого боевого бомжа. То есть берутся фотографии реальных бойцов из зоны боевых действий, и их внешний вид копируется в мельчайших подробностях. Причем какой-нибудь новичок может принять такого реконструктора за обыкновенного дрища, но среди его коллег-реконструкторов данный страйкболист будет очень крут. Также большинство страйкболистов можно условно поделить на светлую и темную сторону. К светлой стороне относятся страйкболисты, внешне схожие с бойцами вооруженных сил Российской Федерации или российской полиции, а к темной стороне относятся к те, чей внешний вид похож на бойцов стран НАТО. К слову, на Западе все наоборот. Светлая сторона – это НАТО, темная сторона – это Россия. Сейчас выбор страйкбольного оружия просто огромен, как по принципу действия, так и внешнему виду. Не то что 10 лет назад, но я расскажу лишь о том, что рекомендую брать новичку. Первое, что хочу посоветовать начинающим страйкболистам, это не покупайте, снайперских винтовок. К сожалению, немало новичков, насмотревшись на YouTube крутых снайперских видео, в том числе и на моем канале, приходят в магазин и говорят, что они хотят стать снайперами, и думают, что купив дешевую снайперскую винтовку, какую-нибудь китайскую, они смогут поражать противника на 50-70 метрах. Так вот, нифига подобного. С такой винтовки вы сможете поразить противника максимум с 30 метров, если вам повезет. Поэтому оптимальный выбор для новичка, как и для большинства страйкболистов, это страйкбольные автоматы типа АЕК, то есть работающие на аккумуляторах. В страйкболе их обычно называют приводами. Привод – это первое, что вы должны купить из вашего комплекта страйкбольной экипировки, потому что все остальное снаряжение будет подбираться под ваше основное оружие. Сейчас в страйкбольных магазинах можно купить реплику практически любого реального оружия, но я рекомендую сузить ваш обзор до двух наиболее популярных оружейных платформ – это АК-серия и М-серия. Если вы хотите играть за российский блок, то ваш выбор – это АК-серия. Причем я рекомендую выбирать именно те модели АК, которые используются в вооруженных силах Российской Федерации. Например, самые ходовые – это АК-74М со складным пластиковым прикладом и АКС-74 со складным рамочным прикладом. Данные модели являются основным стрелковым оружием в вооруженных силах Российской Федерации.
Если в будущем вы захотите вступить в какую-нибудь команду российского блока, то, скорее всего, они будут использовать именно эти модели, и вам не придется покупать новый привод, чтобы играть в команде. Если вы хотите что-то более компактное, то можете выбрать АК-105 или еще более короткий АКС-74У. Обычно их используют полицейские подразделения, но они также встречаются и в вооруженных силах. Из АК-серии рекомендую следующих производителей: Cima, LCT и Endel. Я расположил их в порядке возрастания цены. Большинство новичков выбирают относительно недорогие привода фирмы Cima, линейка CM040. Если вам нравится M-серия, то выбор намного шире, чем у АК, как по модельному ряду, так и по производителям. Всех производителей называть не буду, их вы сейчас видите на экране. Если вы хотите просто играть в страйкбол и не заморачиваться в будущем с моделированием, то берите любой привод M-серии. Точнее, это называется оружейная платформа AR-15 в мире реального оружия. Ну а если вы хотите в будущем заняться моделированием или вступить в какую-нибудь команду, которая похожа на какой-нибудь спецназ или армию Соединенных Штатов, то рекомендую купить стандартную М4 с резцевьем. С ней будет легче попасть в соответствующую команду. После покупки привода я настоятельно рекомендую сразу отдать его в мастерскую на переборку и смазку, потому что на заводе порой они собираются не очень качественно, и дополнительное техническое обслуживание после покупки не повредит. Для переноски привода сразу купите хороший оружейный чехол, потому что если вы появитесь на улице с незачехленным приводом, поверьте, обязательно найдется кто-то, кто вас сфотографирует и выложит это фото в интернет, и вы станете залетчиком, и на игры вас точно не пустят. Магазины к страйкбольному оружию делятся на два типа – бункерные и механические. Обычно их называют бункера и механы. Бункерные магазины обычно идут в комплекте с приводом. Чтобы их зарядить, необходимо открыть крышку, засыпать сверху шары, и чтобы они подавались, необходимо подкрутить колесико снизу. Тут натягивается пружина, и шары подаются в привод. Периодически в ходе стрельбы необходимо это колесико еще подкручивать. Механические магазины или механы работают примерно по тому же принципу, что и реальные боевые магазины. Шары заряжаются сверху и поджимаются снизу пружиной. Для их зарядки обычно используют лоудеры. В них ссыпаются шары, и механы заряжаются гораздо быстрее. Преимущество этих магазинов в том, что они бесшумные, хотя и вмещают гораздо меньше шаров, чем бункера. Ну а бункера гремят как погремушки. Пара слов об аккумуляторах. Если вы покупаете китайский привод, то обычно в комплекте идет стандартный никель-металлогидридный аккумулятор. Эти аккумуляторы живут не очень долго и на морозе почти не работают. Рекомендую сразу купить нормальный аккумулятор. Это либо LiPo тип, либо LiFePo. LiPo более компактные, но при этом, так сказать, немного пожароопасные. Но в принципе у меня никогда с ними проблем не было. Чтобы их заряжать, необходима специальная зарядка, которую также можете купить в страйкбольном магазине. Подбираем комплект одежды и снаряжения на светлую сторону. Отмечу, что мы не говорим о реконструкции или моделировании. На моем канале уже есть несколько более подробных видео о том, как подобрать комплект на российскую армию для разных родов войск. Сейчас я расскажу о том, что лучше выбрать новичку. Я рекомендую начать со стиля а-ля разведчик-диверсант. Условно говоря, это маск-халат. Можете выбрать как качественные от хороших производителей, например, Союз спецоснащения или других, или дешевые, которые куплены где-то на рынке, но все-таки рекомендую взять что-то получше. В частности, это костюм партизан. Он удобен, практичен, летом в нем не жарко, как и в любом другом практически маск-халате, который сделан из более хорошего материала, натуральных материалов. На голове у нас панама, можно кепи, балаклаву или маску по вашему желанию, но учтите, что у таких балаклав, скорее всего, будут потеть очки, потому что воздух у нас идет вверх. Рекомендую взять балаклавы с перфорацией впереди, будет более практично. На руках перчатки,
Рекомендую летом брать беспалые, но если руки у вас сильно не потеют, берите полностью с пальцами, это лучше защитит ваши руки. Обувь – стандартные ботинки с высоким голенищем типа берцы или трекинговые ботинки, но ни в коем случае не кроссовки. Снаряжение. Это может быть чистрик, обычно в нашей армии их называют лифчик, или разгрузочный жилет, или ременно-плечевая система, где подсумки располагаются на поясе. Я рекомендую брать снаряжение цвета олива или в российском камуфляже, например, ЕМР лето. Я не рекомендую покупать снаряжение или одежду черного цвета, потому что на большинстве полигонов она вас будет сильно демаскировать. Для автомата не забудьте купить нормальный оружейный ремень. Можно и классический армейский. Одежда для темной стороны. Конечно, самым доступным камуфляжем сейчас является мультикам. Костюм российского или китайского производства можно купить относительно недорого. Берите комплект из кителя и брюк. Головной убор – бейсболка, либо панама. Расцветки мультикам или олива. Ботинки с высоким голенищем песочного или черного цвета. Снаряжение. Лучший выбор – это чистрик или бронежилет с интерфейсом Молли, на котором можно разместить любые необходимые подсумки. Цвет лучше выбирать хаки или олива. Ремень для М-серии лучше использовать одноточечный, особенно если ваш привод короткоствольный. Глаза – это очень важный орган для страйкболиста, поэтому для игры в страйкбол вам нужны хорошие защитные очки. Их можно условно разделить на открытые и закрытые, а также очки с линзами и сетчатые очки. Сетчатые очки обычно используют страйкболисты, у которых очень быстро потеет лицо, поэтому любые очки с линзами очень быстро запотевают. Через сетку, конечно, видно хуже, особенно в темное время суток, но это гораздо лучше, чем запотевшие очки. Чтобы линзы дольше не запотевали, их можно обработать специальным средством – антифог или антитуман. Его можно купить либо в страйкбольных магазинах, либо в спортивных, в отделе с принадлежностями для плавания. Это средство помогает некоторое время, но более практично будет купить очки со специальным защитным покрытием. Долгое время такие очки вообще не будут запотевать, но со временем покрытие будет стираться. В частности, в последнее время я использую очки фирмы Bolly, они меня полностью устраивают и практически не потеют. Для защиты лица можно использовать специальные страйкбольные маски. Они могут либо защищать все лицо вместе с глазами, либо только нижнюю часть лица. Вот такие дешевые страйкбольные маски я покупать не рекомендую. Они не очень удобные, а порой и не очень надежные. Лично я использую вот такую маску, если играю в здании. А так, если играю на открытой местности, мне хватает и обычных очков.